Привет всем! Это я, Мария. Вы на канале From Siberia avec Amour. В этом видео вы не только попрактикуете русский язык, но увидите одну из главных улиц Красноярска, города, где я живу, города в Сибири, а также узнаете о нем. Если вы любите видео на медленном русском, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях, и тогда я буду делать их больше. Красноярск был основан в 1628 году, в месте, где небольшая река Кача впадает в очень большую, широкую и длинную реку Енисей. Мы идем как раз почти с этого места. Очень долгое время Красноярск не был большим городом, и в этом видео мы пройдем его исторический центр, то есть сам город, каким он был еще в начале 20 века. Город состоял в основном из небольших деревянных одноэтажных построек. Сейчас в центре можно встретить в основном современные дома, но деревянные постройки мы тоже увидим. Красноярск активно рос весь 20 век, и теперь в нем проживает 1 миллион 200 тысяч человек. Вот интересное здание 19 века. Здесь находилась, если говорить современным языком, администрация губернии. Сейчас постепенно старые дома реставрируют. Я надеюсь, и этот дом ждет своей очереди. А это красивое трехэтажное здание начала 20 века было гостиницей. Сейчас здесь находится почта. Впереди мы видим красное здание. Это первая пожарная часть Красноярска. Она работает до сих пор. Во дворе стоит настоящая старая пожарная машина. А справа стоит деревянный дом в стиле модерн. Сейчас здесь находится музей. Совсем недалеко стоит здание мужской гимназии, построенное в 1891 году. Сейчас здесь учатся студенты Сибирского федерального университета. Безумно красивый, просто сказочный дом. Такой стиль в архитектуре называется неорусский. Он был популярен в конце 19-го, начале 20 века. Обычно дома выглядели попроще. Например, вот так. Ждем обновления этих двух памятников тоже. Вот так примерно и выглядел Красноярск в середине 19 века. В двухэтажных домах жили богатые люди, купцы, люди, занимающиеся торговлей. Например, вот в этом здании находилась торговая лавка, или, как мы бы сказали сейчас, магазин. На левой стороне улицы стоит одноэтажное, но кирпичное здание. Здесь когда-то учился наш известный художник Суриков.
И теперь искусству здесь учатся дети. Ну, а это спортивный стадион. Здесь проходят игры хоккея с мячом. Если пройти немного вперед, то мы найдем дом Василия Сурикова, точнее его усадьбу. Идти до школы ему было совсем недалеко. Конечно же, сейчас это музей. Теперь давайте посмотрим на многоэтажные жилые дома второй половины 20 века. И на эту яркую даму с сиреневыми волосами. Вот дом, который скоро будет снова радовать всех красноярцев. Еще в нашем городе любят делать большие картины. Это наш известный олимпийский чемпион Иван Ярыгин. Вот мы и почти дошли до конца улицы. Тут нас ждут интересное место номер 1 – городское училище, 1909 год. Интересное место номер 2 – 1913 год, жилой дом. И интересное место номер 3 – мурал советского времени. Назад идем по двору дома. Напоминаю, что YouTube любит активность. И если вам нравится это видео и я, то поставьте мне лайк, напишите мне свой комментарий и подписывайтесь на мой канал. В описании к видео вы можете найти полный текст, а также рекомендации моих других видео. Всем пока! До скорых встреч!